Приветствую вас, любители вкусной еды, любители готовить. Меня зовут Юрий, я владелец 3 ресторанов, а еще я много путешествую, ищу нетривиальные рецепты и готовлю их на этом канале. Сейчас я на юге Франции и буду готовить типично французское блюдо – кролик в горчичном соусе. Итак, главный ингредиент – кролик. Я взял кроличьи ножки, но вы можете взять целого кролика, разрубить его на части и готовить вместе. Нужно только понимать, что если вы готовите только ножки, то время приготовления будет больше, а если целого, то, наверное, чуть-чуть меньше. Ну, то есть вы будете в процессе контролировать готовность мяса, мы еще об этом поговорим. И еще нам понадобится крем-фреш. Можете взять жирные сливки, крупная соль, у меня камарская, но вы можете взять любую, чеснок, перец горошком, у меня смесь, тимьян и лавровый лист, во Франции такую комбинацию называют, ну вот уже связанную называют букет. Бульон, стакан бульона куриного. Если у вас нет куриного бульона, не заморачивайтесь, возьмите кубик. А если хотите сделать правильный куриный бульон, найдете рецепт на моем канале. Крупнозернистая горчица. Лук-шалот, обязательно лук-шалот, у него совсем другой вкус. 50-60 мл оливкового масла. И паприку, сладкую паприку. Ну и, конечно, белое вино. Подробный перечень ингредиентов с граммажом я оставлю в описании к этому видео. Начинаем, как обычно, с нарезки ингредиентов. Я это делаю в начале видео для того, чтобы всем было понятно, что ингредиенты должны быть подготовлены. Чеснок вот так вот нарежем мелко, потому что нам понадобится, он должен практически раствориться в блюде. Все. Поехали, берем мою концертную кастрюлю. В ней лучше всего готовить кролика. Он будет медленно тушиться, томиться. В этой кастрюле оливковое масло наливаем на дно. Масло нагрелось, и мы начинаем обжаривать кролика. Переворачиваем. Вот уже с одной стороны поджарилось. Хорошо. Переворачиваем. А теперь кролика достаем и даем ему какое-то время отдохнуть. А пока кролик отдыхает, займемся зажаркой. На выпеке от кролика обжариваем шалот. Отлично, лук открылся. Бросаем травки, перец, сладкую паприку, помешиваем. Нам сладкая паприка нужна для того, чтобы в будущем, ну, во-первых, для вкуса, безусловно, а во-вторых, для того, чтобы в будущем соус приобрел чуть
такой оранжевый оттенок, не был только белым. Пришло время чеснока, все специи открылись. Добавляем чеснок. Перемешиваем, обжариваем, обжариваем. Вот так. Добавляем вино. И пытаемся вот со дна, такой как нагар, его размешать и одновременно, чтобы он у нас пропал, размешался в жидкости. Сейчас наша задача добиться, чтобы алкоголь из вина выпарился. И мы уже почти готова заправка. Вот так, хорошенько со дна. Вот так. Это все попадет в зажарку. И будет очень вкусно. Солим. Чуть больше чайной ложки. Я бы сказал, даже 1,5 чайной ложки соли. Алкоголь выпарился и заливаем бульон. Сейчас самое время попробовать зажарочку. Ой, хорошо как, отлично. Есть почти все вкусы. Соленый, остренький, сладкий, но мне там немного не хватает кислоты. Я выдавлю чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть лимона. Отлично. А сейчас пришло время выложить кролика. Пока я выкладываю кролика, поделюсь с вами одним секретом, с которым никогда не расстанутся шеф-повара. Чтобы блюдо получилось вкусным, в нем должны присутствовать как минимум 4 вкуса. Кислый, сладкий, горький, соленый и острый. Это 5. И тогда гарантированно вы можете быть уверены, что у вас получится вкусно. Конечно, может преобладать какой-то один вкус. В целом, это основное правило, которым никогда с вами не поделится ни один шеф-повар. Закрываем крышку и оставляем тушиться от 1,5 до 2 часов в зависимости от того, какое мясо вы выбрали кролика. Вы можете использовать глубокую сковородку или кастрюлю, не обязательно чугунную. А пока кролик тушится на очень медленном огне, мы готовим последний секретный ингредиент. 3 ложки крем-фреш или жирных сливок и 3 ложки крупнозернистой горчицы. Нам нужно горчичного соуса много, потому что у нас кролика много. Если у вас меньше кролика, то вы можете использовать 2 ложки. И все это вот так перемешиваем. Я готовлю эту смесь примерно за 1,5 часа. Да, я совсем забыл вам сказать, что мы готовим кролика по классическому французскому рецепту. И я гарантирую вам, что будет очень вкусно. Я это уже много раз пробовал. Прошло 2 часа. Я еще раз напоминаю, что вы можете, если у вас меньше части или меньше кролик, то вам, возможно, достаточно 1:20 или 1,5 часа. Вот кролик нежнейший, прям уже на волокна, я такое люблю. Вот прям очень-очень нежный. Нам нужно достать кролика снова. Выкладываем его. В этот момент мы временно выключаем
плиту, огонь выключаем. Кролик выкладываем. Вот так. Достаем, в моем случае, букет, а в вашем случае лавровый листик. А сейчас, ребята, самый ответственный момент. Как видите, соус пока не кипит, он просто греется, и мы добавляем в соус горчицу и крем-фреш. Почему же он ответственный, этот момент, такой ответственный? Потому что сейчас очень важно, вот так постепенно помешивая, мы добавляем по чуть-чуть огня. И наша задача добиться того, чтобы соус не закипел, а просто растворился. Вот так очень медленно помешиваем, не спеша, и в то же время на небольшом огне, постоянно по чуть-чуть прибавляя, нам нужно добиться, чтобы все растворилось. Если мы резко закипятим сейчас эту смесь, соус, то сливки пойдут хлопьями, и это будет и некрасиво, и невкусно. Поэтому вот так, не спеша, не торопясь, мы ждем, пока появятся первые пузырьки. И в этот момент сразу же снимаем. Вот я сейчас попробую на соль. Ой, какая красота! Горчица придала кисловатый и острый вкус. Сливки все смягчили, все вкусы. Прекрасно. Кролик будет бомбический. Если не хватает соли, на этом этапе можете подсолить. Медленно помешиваем. Возможно, это выглядит нудно, но это очень важный этап. Собственно, благодаря ему блюдо получается таким, каким оно должно быть. Вот видите, появились первые пузырьки. И это значит стоп. На этом этапе мы выключаем огонь. Соус готов. И теперь мы соус, который выключили предварительно, выкладываем кролика. Он будет лучше всего, если он отлежится в соусе, часа 3. Это прям будет великолепно. Я специально сделал большое количество соуса, потому что он такой вкусный, что его потом хочется вымазывать хлебом с тарелки. Все. И 3 часа настаивается. Все, наш кролик настаивается в нашем потрясающем соусе. Блюдо можете есть с картофельным пюре, с гречневой кашей, тальятели и вообще практически с чем угодно. С рисом, например. Приятного аппетита вам и вашей семье. Ну и, конечно, если нравится, лайкай, хвали, или ругай.